Народ, всех приветствую. Сегодня поговорим про макросы на Unholy DK, которые стоит использовать, которые не совсем обязательные, но которые можно использовать. В общем, комплексно все охватим. Всем приятного просмотра. Погнали смотреть видос. Начнем со стандарта, начнем с классики. Это макросы на применение по фокусу или просто в таргет. Но здесь есть один нюансик, о котором чуть позже поговорим. То есть, как работает данное применение. Если вы выбираете таргет и просто нажимаете на ваш макрос, то у вас способность летит в него. А если вы зажимаете Shift, например, как в данном макросе прописано, можно использовать другую клавишу, например, Alt или Ctrl, то ваша способность полетит в вашу выбранную цель. Например, вот мы сейчас выбираем себе таргет. Это манекенчик с меткой. Если я смотрю сюда, но зажимаю Shift и нажимаю на способность, все равно полетит в запомненную цель, а не в выбранный таргет. Здесь все просто, здесь все логично. И вот таким образом вы прописываете себе все способности, какие хотите. То есть это может быть и удушение, может быть койл, может быть, я не знаю, хватка смерти, например. То есть все будет работать идентично. При зажатом шифте полетит в фокус, при просто нажатии на кнопочку без зажатого шифта полетит в таргет. Но что мне в данных макросах не нравится, так это то, что их нужно прописывать отдельно под каждую способность. Вот какую хотите использовать по фокусу, без фокуса, так и прописывайте. Но зачем это делать, если у вас просто в настройках игры есть то же самое? Заходите в интерфейс, вкладка «Бой», и здесь есть вот такая вот плашечка «К запомненной цели». Выставляем Shift. Все. Теперь без макросов у вас каждая способность, если это физически возможно, при зажатом шифте будет лететь в фокус. Например, сейчас я вам продемонстрирую со способностью ледяное прикосновение. Макроса на данную способность у меня нету. Я просто нажимаю 4, летит в таргет, зажимаю Shift, нажимаю 4, летит в фокус. Все, это абсолютно просто. И это работает даже не только со способностями, также и с предметами. Вот, например, у меня есть нарукавная зажигательная ракетница, да, которая с инженерки. Также зажимаю Shift, нажимаю клавишу V, летит в фокус ракетка, а не в таргет. Если бы я Shift не зажал, полетела бы в таргет. Короче, я макросы на фокус не прописываю, поскольку я просто использую себе применение через зажатую Shift вот здесь в игре. Для меня удобнее так. Но если вам это неудобно, если вы хотите вручную все прописывать, то опять же, вот по аналогии с данным макросом, просто на любую другую способность себе все вот это вот дело прописываете, и все способности, которые хотите кастовать через макрос, также будете использовать. Быстренькая вставка. Я сейчас очень много стримлю на Твиче, и все анонсы у меня в группе в Телеграм-канале. Также и дополнительный контент там можно найти, поэтому переходи, подписывайся на Твич, на телегу. Все, погнали дальше. И раз уж мы затронули сало, давайте проговорим про наше удушение чуть-чуть подробнее. Многие используют макрос, который перед тем, как кастануть, соответственно, удушение, еще применяет способность кровоотвод. Ну, чтобы откадешить руну крови и чтобы вы гарантированно кастанули сало. Тут все понятно, смысл макроса тоже ясен. Но самый очевидный минус данного макроса заключается в том, что он не отслеживает кэдэшку на вашу руну крови. То есть, если у вас руны крови активны, все равно кровоотвод будет применяться. И, по сути, вы в никуда данную способность нажмете. Это, с одной стороны, удобно тем, кто не хочет контролировать и следить за кэдэшками, и который хочет гарантированно, вот человек всегда нажать сало, если того требует ситуация, поэтому как костыль использовать можно. То есть в чем заключается суть? Вы деретесь, вы сражаетесь, потратили свои руны крови. Все, удушение вы кастануть не можете. Но если вы будете использовать данный макрос, он применит кровоотвод и нажмет удушение на одну и ту же клавишу. Просто дважды кликаете и все. Вот прямо как сейчас. У меня как бы сало было на КД, потому что у меня руны крови были в кулдауне. Я нажал на макрос, у меня применился кровоотвод, руна откдшилась, я нажал удушение и сразу же полетела туда, куда надо. Но зачем использовать данный макрос, если можно просто вручную глазками отслеживать свои кулдауны? И если у вас на КД руны крови, вы просто сами нажимаете рукой кровоотвод и сами нажимаете рукой удушение. Короче, как костыль использовать можно, но я опять же не рекомендую, лучше самому все это дело прожимать. Поэтому я бы данный макрос не использовал, и уж если очень хочется, ограничился бы просто макросом на применение по фокусу. Теперь поговорим про макросы для нашего пэта, и я их разделю на две категории. Первый — это Based Edition, базовый уровень, и второй — Advanced Level, который уже немножко посложнее. Начинаем с простых, самых основных. Значит, смотрите, первый макрос, который я использую для пэта, он сначала его призывает, потом заставляет его атаковать наш таргет и ставит на автокаст способность цапнуть, если она вдруг была выключена. Вот как это работает. Ну вот, представим, что я его призвал, нажимаю ту же кнопочку, он бежит на таргет, и у него на автокаст ставится способность цапнуть. Здесь в чем минус? Если вы не используете отдельный макрос, который вашу способность цапнуть будет выключать, снимать с автокаста, то я вам рекомендую данный макрос себе сделать дополнительно. Как делаю я лично? Мне удобно вот таким вот образом. Я себе прописал дополнительный макрос PET2,
который абсолютно такой же, только он снимает с автокаста способность цапнуть. И как я это использую? Если я хочу направить питомца, чтобы он с автокастом бил мой таргет, я нажимаю первый макрос, вот как сейчас. Можно опять же это перенаправлять на данный макрос, очень удобно. То есть я хочу, чтобы он теперь начал бить правый манекен, то же самое нажимаю, он также начинает его бить. Хочу, чтобы вернулся. В общем, он по таргету отрабатывает. Сменили таргет, нажали макрос, он будет менять свои, соответственно, таргет для дамага, и также вы можете перенаправлять горгулью. То есть, если у вас призванный питомец, вы нажимаете данный макрос, у вас пэт переагривается, и горгулья тоже будет менять свой таргет по тому, который будет бить питомец. Но данный макрос не будет работать, если пэт мертвый. То есть, если вы призвали горгулью и потом пытаетесь ее перенаправить с мертвым пэтом, она перенаправляться не будет. Гарга перенаправляется только если пэт жив. А если я хочу убрать с автокаста способность цапнуть, я нажимаю Shift, и у меня в бартендере пропадает вся строчка. Она просто свапается на другую. И здесь в это же место, на то же место, на ту же кнопку, я себе поставил просто второй макрос. Видите, у меня пэт, а если через Shift, пэт 2. И что делает данный макрос? Он опять же направляет моего пэта по таргету, но снимает с автокаста способность цапнуть. И я таким образом могу опять же перенаправить пэта, но уже выключить ему цапнуть. А если я хочу, чтобы цапнуть включилось, я нажимаю свой первый макрос. И можно вот так вот быстренько балансировать. Включил, выключил, включил, выключил. Короче, мне удобно использовать вот таким вот образом, когда я свапаю себе просто панели способностей. Но если вам это не нравится, вы себе либо не прописываете в данном макросе вот эту вот строчку, и у вас просто не будет ставиться на автокаст способность цапнуть, либо отдельный макрос себе прописываете, который будет только этим и заниматься. Убирать с автокаста способность цапнуть. И вы, допустим, через первый макрос направили в вурдалака. Вот он бьет через способность цапнуть с автокастом, все хорошо. И потом в моменте вы поняли, что вам нужно ее убрать. Нажимаете макрос отдельный. И у вас, вот видите, с автокаста способность цапнуть будет снята. Народ, весь контент, что я не выкладываю на ютубе, вы можете найти на моем бусте. Здесь у меня полноценные гайды на различные классы и спеки, присутствуют видео с полной настройкой интерфейса и аддонов под PvP. Да и в целом на бусте уже скопилось солидное количество видосов различного типа контента. Так что контент на бусте постоянно дополняется, люди подписываются, люди довольны, а сейчас еще и на стримах я начну свои подписки разыгрывать. Поэтому переходи и знакомься с контентом. Ну а сейчас я возвращаюсь к основному видосу. Теперь поговорим про макрос на стан пэтом. Опять же, он довольно простой, но есть несколько подводных камней для незнающих. Во-первых, нам нужно обязательно снять с автокаста способность цапнуть. Делается это из-за того, что способность цапнуть у нашего пэта вызывает глобальный кулдаун. И если он нажмет автокастом цапнуть, он не сможет сразу же моментально нажать, соответственно, стан. Поэтому мы от греха подальше эту способность убираем с автокаста, и после этого уже происходит сам макрос. Как он работает? Сначала пэт прыгает к противнику, и потом кастует стан. По итогу данный макрос работает в два нажатия. Первое нажатие — это прыжок плюс снятие с автокаста способности цапнуть. Второе нажатие — это непосредственно стан. Демонстрирую. Вот у меня выбранный таргет. Это манекен. Сейчас на автокасте способность цапнуть стоит. Я нажимаю один раз на свой макрос. Вот он, отгрызть. Я нажимаю. Пэт прыгает и снимается с автокаста способность цапнуть. Нажимаю еще раз. Он станет мой манекен. Тут все просто. И также рекомендую вам прописать второй макрос, который будет делать все то же самое, только по фокусу. Опять же, чтобы вы могли быстро, либо в таргет, либо в ваш фокус, провести данную комбинацию. Опять же, первый вариант. Вы просто ставите себе дополнительную способность где-нибудь рядом, на другую кнопку используете либо по таргету, либо по фокусу. Но мне очень удобно, когда все происходит на одну кнопку, просто с модификатором. Поэтому как я сделал? Опять же, через смену панели команд. То есть у меня на том же месте стоит просто второй макрос, который на ту же кнопку, но через зажатый Shift будет применять все вот это вот по фокусу. Соответственно, демонстрация. Вот манекен, который выделен меткой, это манекен, который я взял в фокус. Выбираю таргет, зажимаю Shift, нажимаю макрос, который применяется по фокусу. Хоп, пэт прыгает к манекену, нажимаю еще раз, он станет манекен, который именно в фокусе. Вот видите, стан прошел. Все, очень все просто. Макрос на взрыв питомца. Он стандартный, здесь вообще ничего менять не надо, просто себе его поставили. Силу рун накопили, кнопочку нажали, пэт взрывается через задержку. Бим-бим-бам-бам. Все, тут все просто. Следующий простой макрос просто использует девку вашего пэта, чтобы вы не нажимали ее мышкой, а нажимали, соответственно, клавишей туда, куда вы ее поставите. Например, вар начинает крутить Blade Storm, чтобы ваш пэт случайно не сдох, нажимаете девку, он применяет способность сжаться, и получаемый дэмэдж там вот на 50% по нему меньше проходит. Кстати, давайте я вам покажу, как вот в бартендере сделать, чтобы у вас свапалась панель способностей. Мы заходим в бартендер, находим ту самую панель, панель номер 3. Вот эта вот верхняя панелька, это моя третья панель. Заходим в настройку состояния, включаем, и при зажатом шифте
выбирается страница 10. Просто свапается на 10-ю страницу. Поэтому происходит вот такая вот смена, соответственно, способностей. Это в бартендере все настраивается. Кстати, у меня есть гайд, где я полностью настраиваю интерфейс под PvP и где я показываю настройку своих PvP-аддонов. Как что, куда передвинуть, чтобы было все красивенько, функционально и при этом минималистично. Поэтому, если интересует, переходите, смотрите. В любом случае, если вы подписаны на мой бусти, можете писать в личку, я там на все вопросы отвечаю. И в скором времени планирую еще перезаписать гайд по аддонам, потому что начал парочку новых, соответственно, использовать и которые не использовал раньше. И все подписчики на бусти для данного видоса получат максимально быстрый доступ, скажем так. Я вообще не знаю, буду ли я его на YouTube выкладывать, может буду, а может и не буду. Но это мы отвлеклись, погнали дальше. Окей, мы готовы переходить к макросам Advanced левела для нашего питомца. Первый макрос из этой серии, о котором хотелось бы сказать, это макрос, который я называю «к ноге». Соответственно, пэт наш будет отменять все свои действия и просто будет следовать за нами. Это для чего полезно? Например, мы его направили, чтобы он бил манекен. Но мы сейчас хотим быстренько отбежать за колонну, и чтобы нашего пэта не убили, мы просто нажимаем данный макрос, и пэт бежит к нам, отменяя атаку, отменяя автокаст способности цапнуть, и будет просто за нами следовать. Все. И также еще он выставляется на, соответственно, пассивный режим. То есть, если он условно стоял на агрессивном, вы опять же его куда-то направили, нажимаем данный макрос, он становится пассивным. Короче, чтобы никак он не реагировал, никак не дался, только следовал за нами. Второй макрос, который лично мною не так часто используется, поскольку я играю за милишника, но вот на локе это супер полезно, но не суть. Атака пэтом по маусоверу. То есть мы наводим мышку, нажимаем наш макрос, и он бежит атаковать тот таргет, на который мышка наведена. В частности, это может быть полезно, опять же, для перенаправления, не выбирая кого-то в таргет. Можете вот так вот, видите, свапать очень быстро. И для того, чтобы ваш пэт ломал, допустим, тотемы шаманов. Тотем поставили, вы направили пэтом, он его сломал, все. Потом делайте с ним, что хотите. Прописывается супер просто, используется тоже супер просто. Наводитесь мышкой, нажимаете макрос, пэт идет атаковать этот таргет. И последний макрос на нашего питомца позволит прыгать пэтом к себе и к своим союзникам, чтобы вы таким образом дефали, например, вашего лекаря, если в него охотник хочет закинуть трапу. Если в вас хан хочет закинуть трапу, также вы себя будете дефать. В идеале, конечно, прописывать два макроса. Первый, который будет кастовать прыжок к вашему тиммейту, второй, который будет кастовать прыжок к вам лично за спину. То есть как это работает? Вот мы, например, направили нашего пэта, чтобы он бил таргет, у него стоит автокаст способности цапнуть, у него стоит защита в режиме, и мы нажимаем макрос. У меня это shift и колесико к себе. Прыжок 2. Все, вот он ко мне прыгает, становится пассивным, бездействует и останавливается. Соответственно, за нами он следовать дальше не будет. Опять же, если мы хотим, чтобы он снова бежал за нами, нажимаем другой макрос, который заставляет его следовать за нашим персонажем. Все то же самое произошло бы на другой макрос, но он бы прыгнул не ко мне за спину, а к моему тиммейту, соответственно, и там бы тоже остался. Все, с пэтом закончили, теперь давайте поговорим про макросы, которые будут лично нашему персонажу, скажем так, полезны, которые именно наши способности используют в нашей игре. Начнем с двух простых макросов, которые лично я не использую, которые лично мне не нравятся, но в любом случае вам они могут быть полезны. Первый макрос — это прописывание рунического удара в наш кровавый удар. Многие люди не любят использовать рунический удар сами на отдельную кнопочку, и они прописывают себе просто макрос дополнительный, когда вы кастуете кровавый удар, у вас при активной возможности каста рунического удара он также будет кастоваться, соответственно, через данный макрос. Это позволит вам не использовать отдельную кнопку. Лично я данный макрос не использую, поскольку наш рунический удар все-таки не бесплатный. Он стоит силу рун 20 единиц, это как половина кайла. И представляем ситуацию. Вот начало боя, я только-только начинаю накапливать силу рун, и мне прокнул рунический удар. Если я нажму в это время кровавый удар, у меня сила рун потратится, соответственно, на наш руник удар. А я этого делать не хочу, поэтому я себе данный макрос не бинжу, не использую и просто ручками лично нажимаю рунический удар при проке. Но если вы хотите все-таки данный макрос использовать, все равно вам нужно на панельку спелов поставить себе руник удар, чтобы вы отслеживали вообще проки на него. И когда он будет прокать, он будет подсвечиваться, вы понимаете, окей, у меня рунический удар есть, я нажимаю свой макрос на кровавый удар, и рунический удар тоже полетит в противника. Но лично я данный макрос использовать не рекомендую. И второй простенький макрос свапает нам стойку. Стойку анхолика, свапает на стойку нечестивости и обратно. Опять же, там ради дамага, ради дефа, тудой-сюдой. Лично я не использую, потому что я просто мышкой себе кликаю. Мне несложно вот сюда, вот в левую часть экрана мышку перевести и быстренько нажать ту способность. Меня это времени не занимает, моего внимания это тоже не занимает. Ну, типа супер-гига-профессионалы не одобрят, скажут, надо нажимать именно через макрос, поэтому вот либо вам для удобства, либо для гига-профессионалов просто свапаете формы на кнопочку, а не мышкой. Опять же, это все довольно просто. И также был момент на стриме, когда у меня спрашивали, что это у тебя за макрос на лужу. Соответственно, отвечаю, макрос на лужу позволяет мне нажимать на эту кнопку, в данном случае F4, да, забинженную, миллион раз.
и лужа, площадь вот эта, не будет пропадать. Если же мы будем использовать стандартную способность, ну вот, например, давайте я ее сейчас на S передвину. Вот я нажал S один раз, я нажал еще раз на ту же кнопку второй раз. Видите, площадь пропадает, и мы не можем ее как бы проспамить и нажать. А если мы клацаем F4, то есть наш макрос, то бесконечное количество раз можно ее нажимать, и область пропадать не будет. Теперь гигаобязательный макрос. Если предыдущие были необязательные, сейчас гигаобязательный макрос на наш личборн, на наше перерождение, чтобы на одну и ту же кнопку вы сбрасывали с себя ауру. То есть вы нажали личборн, на вас действует аура. Теперь вы нежить. Это для вас плюс то, что вы можете хилиться, и минус то, что вас могут контролить присты паладина. Нажали еще раз, аура пропадает. Не нужно мышкой ее там себе находить, клацать. Соответственно, супер гига удобно. Поэтому, если вас заферял прист, нажимаете, и потом сразу же на ту же кнопку нажимаете, чтобы сбросить ауру, чтобы он вас потом не подстанил. You know? Вот так вот. При этом в данном макросе прописан каст заклинания «Темная власть». Это делается для того, чтобы вы вошли в бой. То есть обычно, когда вы еще можете использовать перерождение, если играете против разбойника. То есть вы попали в такой вот лобби, где разбойник присутствует против вас. Под перерождением вас засапать нельзя. Но пока вы бегаете, вы как бы вне боя. А заклинание «Темная власть» вводит вас в состояние боя, при этом не вызывая глобальный кулдаун. То есть вы можете нажать на макрос и сразу же какую-то еще способность. Ну, вдруг это вам нужно будет. И при этом «Темная власть» еще кастуется на 30 метров, если я не ошибаюсь. Давай проверим. Да, на 30 метров. Ну, короче, очень далекий спелл, очень далекая способность, дальше, чем оковы и так далее. Поэтому вот вы попались против разбойника, нажимаете личборн, начинаете бежать к противничкам, а там есть либо прист, либо паладин. И они начинают выглядывать из-за колонны, чтобы вас подконтролить, именно подстанить, пока нежить вы. Вы нажимаете еще раз на макрос, у вас и сбрасывается аура, и вы еще агрите, соответственно, противника и входите в бой. И вас уже разбойник не засапает. Короче, максимально полезный и прикладной макрос, который мы и должны использовать. Еще раз вам его покажу. Вот он. Соответственно, когда мы являемся нежитью, мы можем себя хилить койлами. То есть нажимать койл не в противника, а в себя, который еще будет нам 20 сил рун обратно возвращать. И, в общем, регенить себе хпшку. Как я лично это использую? У меня идет применение через зажатый альт. Опять же, если мы вернемся в интерфейс, бой, применение заклинаний к себе, альт, все. Соответственно, если я хочу подхилиться, я коплю необходимое количество силы рун, нажимаю перерождение, и нажимаю Alt, троечку, и в меня будут лететь койлы. Вот видите, нельзя применить к этой цели. Это я сейчас в себя пытаюсь закинуть койлы через Alt 3. Нажимаю просто 3, койл летит в противника. Вот я лично так использую. Но если вы не любите вот это применение через зажатые клавиши, соответственно, можно прописать себе отдельный макрос, который будет по таргет равно player, то есть к вам, применять данную способность. И вы себе его поставили, вот этот макрос, куда хотите, и просто его клацаете. Сейчас сил рун накопим, чтобы я вам продемонстрировал еще раз. Вот я накопил достаточное количество сил рун. Сейчас начинаю клацать данный макрос. Видите, нельзя применить к этой цели. Все. Койл в меня не залетает, потому что я перерождение не нажал. Ну и третий вариант хилить себя койлами. Это если вы не хотите через альт использовать. И если не хотите отдельную клавишу для этого тоже биндить, можно поставить себе смену панелей команд, которую мы уже с вами обсуждали, на ту же кнопку. То есть, например, на Т-шку у вас личборн, а на Shift-T у вас будет свапаться панель команд и будет стоять макрос, который также вас хилит. Соответственно, демонстрация. Ну вот, накопил силу рун, допустим, да. Нажал Т-шку, у меня личборн активировался, я нажимаю Shift, начинаю хилить себя койлами через ту же кнопку Т. Потом отжимаю Shift, нажал Т, у меня еще аура сбросилась. Ну и применился снова наш макрос, который еще и заклинание «Темная власть» кастует. Да, соответственно, вот такие вот у нас пироги. Вот такой вот видос, народ, получился. Если что-то забыл упомянуть, какой-то макрос плохо осветил или в целом про него забыл, пишите комментарии, все почитаем, совсем разберемся. В любом случае, всем желаю прогрессив PvP, всем удачи, всем пока.